Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Хочу сказать о том, что когда-то давно я думала, что вечернее переедание– это про слабость, что если у тебя постоянно вечером голод, ты готов съесть слона, ты выносишь пол холодильника, значит это с тобой что-то не так, это у тебя нет силы воли, у тебя нету дисциплины, у тебя, ничего нет, а вот у людей, у которых нет такой проблемы, у них с этим все в порядке. То есть проблема исключительно только во мне. Кто уже на этом этапе узнает себя, пишите в комментариях, посмотрим, сколько нас таких самобичевателей. Ну, конечно, потом, когда я углубилась в тему здорового питания, когда я начала обучаться на нутрициолога, когда я стала активно работать с людьми, когда у меня появилось большое количество клиентов, и тогда я уже, конечно, четко и устойчиво поняла, что вечернее переедание, вообще вечерний такой жор, это результат всего дня. То есть это не про слабость, это не про силу воли, это про эмоции. Также это отражение то, как мы о себе вообще-то заботимся. Были ли мы у себя в приоритете весь этот день. И этот вечерний жор уже воспринимается как сигнал, как крик внутри, который говорит: мне чего-то не хватает, мне не хватает внимания, мне не хватает заботы. И в сегодняшнем видео я хочу по-простому и по-человечески поделиться своим опытом, конечно же, подключить сюда свою профессиональную, достаточно уже большую базу в этом вопросе. Хочется вам донести мысль, что просто закрой рот и не ешь, здесь не работает, только усугубляет ситуацию. И действительно хочется дать такие ключевые шаги, которые помогут с этим разобраться. Если возвращаться к причинам, откуда берется этот вечерний жор, то, как правило, это вы вообще-то плохо ели в течение дня, у вас не было ни нормального завтрака, ни нормального обеда, у вас был там кофе на бегу с каким-то круассаном или булочкой, или с конфеткой из вазочки. В общем, было что-то, что вас никак не насытило, то есть организм просто хочет взять свое. У вас был какой-то стресс, был достаточно тяжелый день, который хочется как-то сгладить, успокоиться, да, снять это напряжение. И еда всегда самый легкий и доступный способ это сделать. Получить удовольствие, удовлетворение, спокойствие, любовь, между прочим. То есть здесь спектр различный у каждого человека. Сейчас живем в такое время, где очень легко и просто прийти в супермаркет и приобрести все, что душе угодно. Плюс это еще накладывается маркетинг, это яркие упаковки, это надписи, где это эко, где это без сахара и так далее. Вот эти все ловушки, которые расставлены. Конечно, когда мы голодны, когда мы эмоционально нестабильны, мы очень легко в это попадаем. Итак, привычка номер один, которая очень здорово помогла мне, которую я также рекомендую применять и внедрять, это переключаться на уход за собой, а не тащить все на силы воли. Почему это так важно? Да все очень просто. Наш мозг всегда идет за простым и легким удовольствием. Поэтому если весь ваш день был в обязанностях, в дедлайнах, в детях, в заботе, в стрессе, то, конечно, снять это напряжение всегда нужно. То есть ежедневно напряжение, ежедневно организм его должен как-то снимать. И особенно если комфорт в данный момент действительно только еда, то мозг всегда выберет и еду. То есть когда у вас нет каких-то других привычек, по-другому справляться со стрессом, по-другому сбрасывать напряжение. Здесь не нужно категорично ничего вычеркивать, здесь нужно заменить. И заменить я рекомендую именно на что-то физическое и телесное. То есть напряжение лучше всего сбрасывать с соприкосновениями, с ощущениями именно по телу. Очень важно, чтобы это приносило вам удовольствие, то есть вы его чувствовали. Не только это было где-то эмоционально, а это вас заземляло, и вы это ощущали своим телом. Это может быть ванна, это может быть душ, теплый, приятный душ. Можно подключить сюда аромамасла, можно подключить сюда какие-то интересные бьюти-штучки, какое-то скрабирование, какой-то аромат в геле для душа или в мыле. То есть здесь можете тоже поиграться, если, допустим, цитрусовый использовать, будет наоборот бодрить. То есть, допустим, там лаванда, мята вечером успокаивать. То есть вот такие вот штучки использовать для того, чтобы разгонять, да, себя с утра, допустим, если нужно взбодриться, и тормозить себя вечером. То есть работать со своим состоянием, запахами, ощущениями, да, тактильностью, вот этим ощущением тепла. Что здесь делала я? Я активно погрузилась здесь в различные крема уходовые для тела, в скрабирование. То есть здесь я включала теплый свет, делала маски для лица, я поджигала свечу. У меня вот даже сейчас вот там свеча горит, люблю. Все-таки эти ароматы достаточно успокаивает. Вот, то есть они уже, видите, уже как привычка взошло. То есть я это никак уже не контролирую, оно просто внедрилось, оно
ну, как-то на автомате все происходит. Поэтому здесь только первое время сложно, а потом оно, вот эти вот замены, подмены, они автоматически происходят, вы уже не замечаете, как они уже есть в вашей жизни. Поэтому для меня вот эта уходовая история за собой, вот это время в душе стало очень ценным. Во-первых, конечно же, да, 2 детей маленьких, время для себя в душе всегда очень ценно, крайне и важно, поэтому я выбирала время, конечно, это вечернее, когда девчонки мои уже спали. То есть здесь я могу спокойно вот погрузиться в эту атмосферу, зажечь свечу, значит, сделать скрабирование, помазаться различными кремами, походить в маске, волосы намазать. В общем, вот эта рутина вечерняя очень сильно мне помогало снять напряжение. Также, что я сейчас, кстати, делаю? Сейчас это как у меня осталось, то есть это я уже внедрила, немножко фокус сместился, более меньше, наверное, этого стало, то есть это мне не нужно каждый день, то есть это по настроению. Вот, но я активно стала использовать другой способ, мне сейчас очень нравится, я делюсь этим в своем инстаграме. Для меня сейчас очень стало интересно скакалка, то есть я встаю утром раньше, то есть я тут наоборот разгоняю себя, бужу, просыпаюсь, то есть я спускаюсь во двор здесь возле дома, прыгаю на скакалке, учусь каким-то шагам, то есть я только новичок, у меня нет каких-то там планов грандиозных, поэтому это просто для себя, это какая-то зарядка на свежем воздухе, то есть до того, как проснутся дети, я вот вниз спускаюсь и делаю. Ну вот по возможности делюсь в Инстаграм, то есть не каждый день снимаю, все-таки оставляю место для себя, но вот этот способ сейчас я использую. Также по клиентам я вижу, что хорошо работает, допустим, вечером какой-то сериальчик и плед. Здесь очень важно не совмещать это с какими-то там чипсами или еще чем-то. Если есть такая история, тоже здесь нужно заменять. То есть вы можете заменять на что-то менее, значит, вредное, потом, в общем-то, убирать и вот заменами. То есть я всегда рекомендую работать заменами. Если у вас что-то есть, не отрезайте, заменяйте. Уже будет намного лучше, вы так будете приходить к своему результату. Кому-то помогает травяной чай в конце вечера. Кстати, я тоже периодически в такие тяжелые дедлайновские дни бывает использую. То есть я вечером завариваю какой-то теплый травяной чай, просто сажусь, то есть даже если дети вокруг возятся, вот я вот просто села, я просто пью спокойный чай, без вкусняшек, да, тоже об этом как-нибудь поговорим в каком-нибудь из видео в следующих, но здесь очень важно, что это просто травяной хороший чай. Все, вы наслаждаетесь моментом, вы успокаиваетесь, ароматы трав, это тоже всегда приятно, поэтому вот эти штуки мне очень хорошо помогли и помогают, и все равно процесс идет, то есть сейчас что-то новое подключается. И если смотреть вот так дальше, отматывать, то получается с каждой такой привычкой, с каждой такой заменой вы каждый раз, каждый месяц, каждый день вы становитесь лучше, чем вы были вчера. То есть это ваш прогресс. Вы так изменяетесь и реально что-то меняете. Здесь можно плавно перейти в следующую привычку, которую тоже я активно использую. Начала использовать ее несколько лет назад. Поначалу было немножко коряво, так как я себе представляла, но сейчас уже спустя несколько лет у меня уже такая немножко другая структура. Тоже вот хочу поделиться ей в Инстаграм, рассказать. То есть у меня есть и планирование финансов, к которому я так давно не могла подойти. Было очень страшно и не хотелось в это смотреть. Но когда посмотрела, теперь уже не хочется от этого отрываться. Я планирую каждый свой день, без этого я не могу. Я планирую неделю, я планирую месяц, я планирую даже год, то есть такой у меня был экспириенс в прошлом году, это принесло очень классные результаты, как раз таки вот в конце месяца буду подводить итоги всего года, но я уже вижу, что как это круто мне помогло, и я уже думаю о том, как я буду составлять теперь на следующий год, то есть этим тоже хочу поделиться, может быть, сниму отдельное видео про планирование, как это все я фиксирую, какие ежедневники, что я применяю, в общем, если вам интересна эта тема, буду рада, если вы напишите в комментариях, и тогда буду знать, что этим точно стоит делиться. Вот, поэтому следующий шаг – это план. Это очень очевидный, очень простой базовый шаг, но он реально работает. Я уже не говорю о том, что он работает в долгу для достижений. Он помогает получить уверенность в себе, опору в себе. То есть вас не болтает хаотично. Вы то хотите есть, то не хотите есть, то вечером тянет перекусить. У вас такого нет, потому что у вас есть устойчивая база. Вы понимаете, что вы будете есть, где вы будете, как, что будет происходить. То есть нужно выработать себе эту привычку планирования хотя бы на завтрашний день.
Когда у нашего мозга будет хотя бы четкий план на завтра, у него не будет потребности искать утешение хоть в чем-то, то есть у него не будет вот этого расфокуса. Очень часто, что я вижу, да и что, собственно, было у меня, и что периодически я у себя замечаю, но я не иду у этого на поводу, потому что я это сразу отслеживаю, потому что это как будто бы что-то из ряда вон выходящее, ты сразу обращаешь на это внимание. Это когда голова забита мыслями, а вот завтра вот это, а что если вот это. Самый такой сильный триггер для вечернего переедания – это тревога. То есть, когда вы тревожитесь о завтрашнем дне, к примеру, либо о каком-то событии. А тревога – это всегда неизвестность. Так вот, дайте себе эту известность, и ваш мозг успокоится. И сразу зачастую здесь отпадает желание вообще что-то пожевать, потому что вот эта опора, она уже есть. Все понятно, что будет завтра. Здесь у кого-то просыпается мотивация. О, я завтра вот здесь вот это сделаю. Здесь вот я все-таки позавтракаю вот так-то, вот так-то. То есть мне сейчас надо в магазин сходить, это купить, чтобы завтра этим позавтракать, ну будет вкусно, я эту чашечку кофе налью, в общем, мне будет здорово, я кайфану, и вот день уже начнется по-другому, потому что у вас есть вот этот список перед собой, что же будет завтра, тревоги здесь уже нет. Это действительно очень рабочий инструмент, особенно для тревожных людей, поскольку я тревожная мама, тревожный человек, я всегда беспокоюсь о том, что будет, как это пройдет, как я дойду, как я что возьму. В общем, это тоже все тяжело, и поэтому я понимаю, что для меня вот этот план, который всегда есть, он просто база для моего спокойствия. Конечно, я допускаю, что что-то может изменяться, что-то может пойти не так. То есть тут, конечно, не нужно впадать в какие-то крайности, но когда хотя бы схематично что-то накидано и понятно, все, здесь вопросов нет. Элементарно, даже возвращаясь к вечернему перееданию, вы заходите в магазин, и вы понимаете, что вам нужно купить. То есть ваши глаза не бегают по полке хаотично. Вы не берете все, что вот сейчас в моменте хочется, да, то есть к чему руки тянется, да, мозг показывает, вот это яркое, вот это сладкое, все, классно, берем. Вы на это не ведетесь. Вы точно знаете, так, завтра я утром ем яичницу, ем там бутерброд с авокадо, допустим, или с печенью трески, или еще что-то. Все, вы точно подходите, вот это, раз, два, три взяла, все в корзиночку положила и пошла. Все становится намного проще, наш мозг успокаивается. Следующая привычка, она тоже супер простая, но у некоторых все-таки внедряется со скрипом. И одна моя клиентка сказала: боже мой, ну я столько лет боролась с этим вечерним жором, просто постоянно. А надо было просто, закрыть кухню. То есть, о чем я говорю? Когда мы приходим домой, и зачастую вот, тишина, спокойствие, весь день был там суета, какие-то постоянно встречи, звонки, кто-то постоянно отрывал, вы постоянно были в действии. Все, дошли домой, тишина. И сразу вот хочется чем-то, да, успокоить себя и так далее. Опять же, самое простое – это еда. Что здесь можно делать? Два варианта. Во-первых, реально закрыть кухню. Кому-то это действительно очень классно помогает. То есть вы пришли домой, хорошенечко поужинали, убрались на кухне, пошли, дверь на кухню закрыли. Это как такой, знаете, это не контроль, это просто стоп-сигнал, что все, мы с едой сегодня закончили, все отлично, мы поужинали. Если мы хотим как-то расслабиться, успокоиться или что-то еще, мы используем другие методы, другие инструменты. То есть все, просто реально физически взяли, дверь закрыли. Если нет, допустим, двери, просто протерли, все почистили, полотенчики повесили, все, кухня до завтра. Мы ее не трогаем. Второй вариант тоже супер рабочий. Кстати, я тоже им когда-то давно пользовалась. Основанный прям реально на личном опыте. Это почистить зубы. То есть, опять же, вы поужинали, сходили, почистили зубы. Вот лично у меня ощущение вот этой свежести, чистой полости рта, оно дает такое ощущение, что больше есть, ну как бы уже не хочется. Все, вот эта чистота, плюс сам по себе, знаете, такой якорь, что зубы почистил, значит скоро спать. То есть как бы проесть, там уже вопросов нет. Поэтому как-то оно само показывает, что все, это конец дня. Ну, соответственно, дальше не едим. То есть мне реально очень хорошо помогало, то есть я сразу шла и использовала этот инструмент, поэтому можете брать себе на заметку, и, возможно, кому-то тоже очень поможет в этом вопросе. Следующая привычка достаточно простая, но в то же время все-таки вот все привычки, про которые я говорю, они супер простые, но, они так тяжело внедряются в жизнь. Реально. Следующую привычку, я уверена, очень многие слышали: не заходить голодными в магазин. То есть все мы прекрасно знаем и понимаем, что когда мы заходим в магазин и у нас в животе урчит, хочется съесть абсолютно все.
Опять же, да, наш мозг просто руку протяни и возьми, говорит, ну что ты мучаешься, протяни, возьми, пока домой идем, вообще съедим. Все должно быть просто. И мы должны с этим как-то, да, бороться, сопротивляться, убеждать себя, что ну, вообще-то надо руки помыть, вообще-то вот лучше приготовить, лучше вот это вот съесть. То есть здесь уже, да, мышление должно подключаться. Кстати, вот этот лайфхак мне супер помог в моем опыте, когда я 1,5 года не ела сахар, ни в каком его проявлении, ни молочку, ни глютен. Если интересен опыт, тоже сниму видео, расскажу тоже. Но вот этот лайфхак мне очень сильно помог, потому что голодный я в магазин 100% не ходила, я знала, что рука потянется у меня к чему-нибудь эдакому сладенькому, так точно, потому что я жуткая сладкоежка, все свое детство меня постоянно хвалили сладким, меня успокаивали сладким, а таких моментов было, к сожалению, очень много, поэтому я жуткая сладкоежка. Впрочем, ничего не изменилось, но я очень хорошо над этим поработала. Так вот, мы не ходим в магазины, как я сказала, на голодный желудок. Сказать это легко, сделать, знаю, намного сложнее. Но, опять же, план. Девчонки, обязательно план. То есть, когда мы понимаем, что у нас будет сегодня на ужин, допустим, это будет какой-то салат, это будет гречка, это будет какая-то другая крупа, неважно, там, картошку запечете вы с курочкой, но вы точно знаете, что у вас это будет, и вам это нужно купить. А еще лучше делать планирование еды на неделю, ну хотя бы на 2-3 дня поначалу, потом этот процесс понравится, вы уже на неделю будете это все готовить, то есть в воскресенье, допустим, закупаться, и на всю неделю у вас будут продукты, вот, а еще можете потом использовать заготовки, но это тоже уже отдельная тема. Так вот, здесь опять же выходит наше планирование, про которое мы говорили в прошлых пунктах. Когда мы планируем, мы опять же четко знаем, мы не срываемся, мы видим цель, мы идем к ней. Следующая крайне важная привычка, которую тоже стоит все-таки внедрить в свою жизнь, это упор на завтрак, ну или на обед, ну либо хотя бы, чтобы они были. Как я проговорила ранее, как мы ведем себя вечером, это результат всего нашего дня. Соответственно, завтрак точно должен быть. Если вы хорошо позавтракали, важно, конечно, чем, подходит ли вам этот, но это уже другой разговор. И обязательно пообедать, потому что зачастую завтрак там какой-то такой себе с кофе. На обед то же самое, возьму салатик, чтобы не поправиться. Салатик, тоже кофеек, и потом как-то вот до ужина, и ужин опять срывается. Но здесь нужно наоборот перевалить львиную долю продуктов, нутритивно, плотных, полезных, обычных, нормальных продуктов на первую половину дня. Если вам нужен перекус, сделайте вы себе хороший перекус. Если у вас не получается пообедать, да, в силу там рабочего времени и так далее, распределяйте приемы пищи по-другому, значит. Да, есть определенные схемы, там 3 раза в день, то есть вот в это время, вот в это время. Но если у вас в это время не попадает, но если у вас никак не получается, сместите вы для себя по-другому. Но сделайте, чтобы обязательно в вашей жизни был и завтрак, и обед. Если нужен, ну добавьте еще полдник. И тогда будет намного проще контролировать себя вечером. Сейчас будет самое честное, самое взрослое и самая трансформационная привычка. И привычка это замечать свои эмоциональные триггеры. Зачастую вечерний жор это не про еду. Ну и про еду часто тоже, а еще и то бывает. А это все-таки больше про эмоции. То есть нас в большинстве случаев никто не учит справляться со своими эмоциями, поэтому мы, ну, как-то сами. Та самая усталость, все, больше не могу, нет сил. Та злость, которую нельзя никуда выплеснуть, которую нельзя никому предъявить, ни на кого сорваться. Одиночество, которое хочется хоть как-то себе подсластить. Любовь эту заменить едой, вкусной, теплой, приятной, сладкой. Та же тревога, про которую мы с вами сказали, настолько поглощает, что хочется хоть как-то заземлиться. Это состояние пустоты, когда хочется хоть как-то получить удовольствие, когда ты смотришь ленту Инстаграма, как у всех все прекрасно, красиво, ярко, как у всех много денег, возможностей, отношений, у каждого, да, что-то свое. И тебе хочется в этот момент получить хоть какую-то дозу удовольствия, и вот эта вот шоколадка, булочка, либо еще что-то заменяют это. Ненадолго, конечно, все это прекрасно понимают, что это просто пшик. Но в моменте, вот в эту в секунду, невозможно просто со своими эмоциями бороться. Они настолько захлестывают, что ты потом уже опомнился, когда ты уже съел и думаешь, ну нахрена я это съела? Ты понимаешь, что да, ты заел вот это,
Но как из этого круга выбраться, очень-очень сложно. Поэтому здесь действительно каждый раз нужно отслеживать, задавать себе вопросы. И это не получится просто вот так, все, я сейчас осознал, этого больше не будет. Это, скорее всего, будет всегда, но ваше поведение, оно будет уже совершенно по-другому, когда вы, поймали себя. Да, в этот раз не получилось, опять что-то слопало. В следующий раз опять, поймала себя. И с каждым разом, да, это процесс, может быть, долгие годы, но с каждым разом вы это будете все четче слышать себя, понимать, и в какие-то моменты уже, не-не, я вот не буду, я что-нибудь другое поделаю. Зачастую, что я вижу, это ощущение, что день прошел как-то зря, день прошел как-то впустую. Вот там у Зинки, у Нинки, а у меня. Вот хоть как-то сейчас вот я этот себе день сглажу, получу удовольствие, ну и нормально лягу спать. Но тут в моменте опять ничего не меняется, вопросов себе не задается, и следующий день снова такой. И еще раз, и еще раз. И так проходят года, и потом чувство вины сюда присоединяется, это все еще ухудшается, опять у Зинки-Нинки там что-то лучше. И каждый день одно и то же. Ну и вес-то тут, кстати, прибавляется, потому что, да, логично, что ничего не меняется, вес прибавляется. От такой еды вечерней, соответственно, мы не худеем. Поэтому здесь, как только открывается холодильник, как только мы в корзинку себе вечером кладем что-нибудь эдакое вкусное, мы задаем себе вопрос, что я сейчас хочу, я реально голодная, либо что сейчас со мной, какое чувство я сейчас испытываю. Кстати, вот в этом трекере, который я сейчас себе на следующий год расчертила буквально вчера, я себе добавила такой пункт, как эмоции. То есть главная эмоция моего дня. Я хочу потом посмотреть, какие эмоции, какие чувства я испытываю больше. То есть это что-то положительное, либо это тревога, потому что я все-таки вот с тревогой больше работаю у себя. Мой такой перфекционизм, синдром отличницы, он всегда где-то внутри скребет, поэтому можно отслеживать вот эти эмоции, хотя бы учиться этому. И тут нужно четко понимать, а мне на самом деле, если не нужна еда, что мне нужно? Я хочу обнимашек, то есть я хочу любви, я хочу внимания, я хочу просто спокойствия, я хочу просто тишины, я хочу паузу. То есть у кого-то это что-то свое, и этот вопрос уже многое будет решать. Этим видео мне хочется вам максимально донести мысль, что с вами все в порядке. Это не вы какая-то не такая, там, что у Зинки, Нинки, Маринки намного лучше. И Зинки, и Маринки, и Нинки. У всех есть что-то свое. Мы все настолько индивидуальны, что важно успокоиться, просто отстать от себя. И вот с такими базовыми моментами, штуками, привычками разбираться, внедрять потихонечку, монотонно. Не получается, фиг с ним, заново начну. Но просто понимать, куда вы идете. Поэтому не переживаем, от себя отстаем потихоньку, помаленьку, степ-бай-степ, шаг за шагом идем и делаем. Если вы переедаете вечером, вы не слабые, вы не безвольные, вы не какая-то не такая. Просто вы проживаете свой день на пределе, просто вы не заботитесь в данный момент о себе настолько, насколько вам требуется. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, оно вам откликнулось. Благодарю вас за просмотр. До встречи в следующих видео. И, конечно же, будьте здоровы!